Доброго времени суток. Сегодня покажу интересные позиции, которые, кстати, получились за один день, за сегодня. У нас дети отвлеклись чуть-чуть от телефонов. Ну, телефоны, я считаю, это сейчас вообще общая зависимость. И вот создали пару, можно сказать, очень приличных позиций. Хотя они, не все чистые, наверное, буду вам показывать и побочки, но покажу основные варианты, интересные основные варианты. Вот позиция возникла за белых. Как бы вот тут пошли. Очень интересная задумка была с жертвой шашки DE3. Основная идея пойти так, и вот здесь вот на этот ход, точнее сказать, на этот ход жертва шашки. Кстати, самое интересное, что она очень красивая, такая жертва шашки, эффективная, особенно для блица, но, наверное, все-таки она не выигрывает. Почему-то мне кажется, что она не выигрывает, потому что АБ4, если бить на А5, то HG7 и будут подгонять эту шашку и менять. То есть, если на А3, то вот опять CD6, такой хороший ход. Вот есть CD6, просто очень хороший ход, видите. Нападать, то есть BC5. А на нападение будет вот это вот временная жертва шашки. Сегодня очень много времени будем уделять жертве шашек. Ну вот видите, здесь естественно все нехорошо. BC5. И в принципе надо сдаться белым. Вот видите, еще одна жертва шашки, которая была в этой позиции. А здесь DE3, как я вам сказал, вот подготовлена на ED6 такая жертва шашки. Хотя она, наверное, как я уже сказал, и не выигрывает. То есть здесь дальше побили сюда, сюда. Основной вариант такой. Сюда, сюда. Ну и подгоняем эту шашку. И впоследствии меняемся и бьем именно на F4. Но я считаю, что позиция очень симпатичная. И вот хорошо, что была такая задумка. Задумка очень интересная. Дальше. Вот партия была. Перепутали, наверное, я думаю, что цвет. Там как-то, я даже не помню, каким это все цветом. И ходы, я думаю, что перепутали, в принципе. Где-то что-то перепутали. Очень жестко перепутали. Но получилась вот такая интересная позиция. HG7, и вот кто-то здесь, я даже не помню, кто играл у нас, пожертвовали, я уже потом подошел, то есть там у них совместное творчество такое было, на F4 и вот АБ4. Ну вот позиция, чем, видите, интересная позиция, там где-то, если перевернуть в бодянке было, бодянскую, жертва двух шашек, насколько вы помните. И я когда-то показывал такую же жертву, я уже неоднократно это говорил, было в стоклетках. Похожее вот на жертву в игре Бодянского. Было в стоклетках. По-моему, у нас даже Саша Булатов наш играл, где-то на Европе, какой-то. И я показывал эту партию на канале. Тоже вот перенос такой, интересно достаточно был. С русских на стоклетки. Шашек 64 на стоклеточную доску. Так, и вот здесь как ходить. В партии было BC5. GH тоже хочет напасть. И вот здесь вот, если затягивать этот процесс, а не жертвовать, вот здесь вот надо жертвовать вот таким образом. И здесь, наверное, будет все более-менее нормально за обе стороны. Тут, если сюда ходить, то, видите, есть. Вот это вот идея. А если куда-то сюда пойдешь, то уже ход. Так, наверное, F7 или DE7. Да, может DE7 потом поставим кола. То есть обратного кола. Вот такие вот идеи. Но чем это всегда все чревато последствиям, вот эти вот позиции, да, что в принципе хочется сохранить шашку. И начинаешь затягивать каким-то образом игру. И впоследствии получается то, что ты проигрываешь эту позицию.
Вот здесь на что рассчитано больше вот эта вот позиция рассчитана на психологию, наверное. Начнут, то есть, ну, не всегда хочется, то есть, отдать шашку. То есть, ее никогда, наверное, не хочется отдать, но ну, хочется ее как-то сохранить будет правильно. И вот последствия могут быть очень плохие. То есть, b5, здесь, кстати, еще, давайте я покажу. Она может, то есть, ошибок много, да, вот в этой позиции будет. Ошибок, я думаю, что очень много. Но вот вроде бы на bc5 rgt, тут cd4. Если cd4, то уже размен есть здесь. То есть здесь можно как-то gh2. Вот эта вот позиция наиболее такая логичная, да. Но давайте вот посмотрим один любопытный момент. gh2, ed6. И вот пожертвовать еще шашку. bc. Ну вот такая вот интересная позиция без двух шашек. И вот я не знаю, как тут выиграть за черных. Очень интересная позиция. Допустим, cd4, опять, то есть, постоянно вот эти вот идеи какие-то идут. Можно даже, я не знаю, можно вот так вот отдавать. Вот такие вот мысли есть. Здесь, допустим, bc5, напал, и вот здесь уже, понятно, хочу сбить половину шашек, и вот здесь вот как раз-то, и надо вот de, считаю, пойти и как-то смириться с тем, что ничья будет. Вот такие вот жертвы интересные. Так. Вот такие вот моменты. Давайте дальше. Тоже интересная вот позиция возникла. Задумано было жертва шашки, но не получилось в партии. А вот жертва шашки я сейчас покажу, какая была задумана. Если черные ходят d8 на c7. Дальше dc5 бой и ed4. То есть ходить сюда нельзя, в принципе, получается. Сюда. Если ed6, ну вот ed6 наиболее такой правдоподобный ход. А если cb6, опять вот интересная идея. Сюда, сюда и... Видите, вот эта вот мысль очень интересная. Но ed6 наиболее, наверное, правдоподобная. Вот здесь какая-то сумасшедшая позиция. Я уже потом с компьютером чуть посмотрел. Именно de5. Оказалось, что вообще вот такого хода нету. То есть... И здесь как-то cd6, ну вот эти вот позиции очень сложные, конечно. Ну, игровые, конечно, сложные получаются. А в партии, так, что я хотел показать. Вот в партии был еще интереснее тоже момент. Но не сильнейшие ходы делали черные, но давайте посмотрим. ed6, gf4, ну тоже хочется, чтобы был вот этот вот размен, наверное. Наверное, мысли такие были, я так думаю. Давайте повангую чуть-чуть. И на этот ход, вот, покуда держится вот эта позиция. Понятно, не обязательно, но держится вот из-за этих моментов позиция. А было de7, и вот я вспомнил тут, вот эти тоже, как я строил ежики, то есть у Владимира Вигмана были, по-моему, ежики, вот, если я не ошибаюсь, А3, Б2, С3, Д2, почитайте книгу, хорошая очень книга «Радостворчество». Вот эти ежики были. И я в детстве любил какие-то вот тут своеобразные тоже какие-то ежики строить. По-моему, вот здесь вот я где-то строил какие-то ежики, тоже 4 шашки. Так вот очень некрасиво становились, но пару позиций выиграл. К сожалению, вот этих партий не сохранилось, но тоже партии интересные. Я именно вспоминал тогда книгу Владимира Вигмана с ежиками, и я строил на этом фланге. Так вот, тут тоже своеобразный ежик. HGT, ну давайте вот это тоже ежиком назовем. Вот такой вот ежик. И получается вот как раз то здесь позиция очень хорошая. Ну, я вот не знаю, может здесь, кстати, пишут сразу, что именно CD2 выиграна позиция. Ну, наверное, я думаю, что да, CD2 вот здесь выиграна позиция.
Я еще как-то ходы вот эти вот смотрел, FG5. Но здесь находится вот этот ход АБ4. Здесь уже какие-то вопросы будут с выигрышем. Конечно, а CD2 просто сразу выигрывает. И давайте вот не совсем такую чистую, можно, позицию, как я уже говорил, покажу. Вот здесь вот был ход так. BC3 в партии. Может, я думаю, все-таки здесь надо было, да, надо было как-то, может, FG3 ходить, но BC3, то есть, какая идея была? BA7, естественно, надо, то есть, с идеей развязаться на CD4, и вот поменялись, и сейчас будете следить за ним. Вот надо было так ходить, DE5, наверное, а вот в партии был такой ход, ну, хотя тоже хороший ход, абсолютно нормальный ход. И вот какая мысль была у белых, сейчас я покажу мысль у белых, хотя черные их сразу опровергли, то есть они заметили какой-то подвох, было в партии вот так вот, но смотрите, какая мысль была у черных и ошибка где была, у белых, то есть пропустить дамки именно и пойти CB2. Идея была какая? Идея была какая, что любой ход, вот допустим ход на F6 делаю, то есть BA3. Потом на этот ход, то есть темпа не хватает. Видите, постоянно не хватает темпа. Постоянно не хватает темпа. Опять HG5. Опять вот темпа не хватает. Допустим, куда-то пошли и видите, вот эта ситуация. Но вот, конечно, комичность этой ситуации, что не видел, и я не видел, и там, и не видели мы дальше вот этого хода, видите, издалека. То есть как-то отбросили, но понятно, что проигрывает. Нельзя так CB2 ходить, но вот. Вроде бы идея, видите, мысль хорошая была, но здесь одноходовая комбинация. То есть решала все, абсолютно решала все одноходовая комбинация, если бы так вот пошли. Но это ничейная позиция, конечно. Но это уже следующий момент. Итак, сегодня, я думаю, были интересные позиции. Это, напоминаю, позиции вот из творчества моих детей, которые сейчас находятся в спортивном лагере. То есть, когда они отвлекаются от телефона, иногда получается что-то путное. Но когда отвлекаются, естественно. Итак, до новых встреч!